Ну что, давай, говори. Что тебе не нравится в этой машине? Рейка ебаная. BMW говно. BMW? Ну, я не знаю, вот как по мне, ну, BMW это не машина. Точно? Это дно, ебать. Которое постоянно просит денег, ебать. А тут еще запихали в субу, где стоит тойотовский мотор. Короче, ребята из Турбомании решили, что рейка BMW это говно. Ну, точнее, я с ними полностью согласен. И мы сейчас будем запиливать рейку от Турика. Ну, раз у меня Субайота, так пусть тойотовская рейка работает. А то зачем я испортил такую машину рейкой BMW? Будем запиливать вот эту рейку от 2-литровой версии с какими-то супер удлиненными тягами. Карина Еска. Точно? 100%. Короче, мы запилим вот эту рейку с удлиненными тягами. И надо будет еще взбодрить что-то там по наконечникам, потому что у меня здесь стоят от Opel. И я не уверен, что они встанут на тойотовскую резьбу. А ну? Ну все. То есть от Astra наконечник подходит на нашу длинную новую тягу. Теперь лишь бы это не было длиннее, чем нужно. Вообще я на самом деле очень рад, что я смогу отказаться вот от этих удлинителей. Видите, это проставка в старой рейке. А сейчас у нас получится вот такая красивая. А еще помимо рейки будем менять вот этого парня. Это насос Гура. Он тоже будет тойотовский. Все. Нахуй все от BMW. Оставим немецкие, только астровские наконечники. А по высоте? По высоте надо чуть выше, да? Да. Ребята все разобрали, сняли подрамник. Это все будет выглядеть так. Осталось все обварить, усилить косынками и покрасить. На компе в программе нарисовали уже мои спейсеры. Все, запускаем. И до скольки он может брать лазер? Миллиметров металл, я имею в виду. До сантиметра, да? Получился вот такое изделие. А, горячо. Надо чуть-чуть его будет подобработать, подшкурить. И все. Я думаю, что по 6 миллиметров на каждую сторону добавит нормально угла. С Димончиком мы поменяли только что ГУР, что я забыл вам показать. Теперь у меня ГУР от Toyota. Спасибо Туни за это. А сейчас мы поставим спейсеры, которые я днем точил. Вот так, кстати, стала рейка, как родная. Перевернутая рейка от Чейзера или от какого-то другого маркообразного. Вот так это выглядит. Здесь скоба, здесь родные втулки. Переварено, усилено, косыночки наварены. Огнище. Вот сюда сейчас мы на вал. И между валом и тягой оденем спейсеры. Заливаем АТФ-ку. АТФ-ку заливает наш Димон. Димон. Все полное, бля. Полное, бля. А теперь время залить Аволь май фюрер. 10В60. Димончик мне зальет. Авольчик для Субары. Даже не верится, что малышка почти готова, и скоро мы поем валить. На все бабки! А на улице пока полным ходом жарится шешел. Жух! Жух! Это не собаки? Нет, Точно? это Тёмино мясо. Вроде вот мы и закончили, ну я надеюсь. Все сухо и комфортно. Рейка стоит на своем месте. Вот такие у меня теперь длинные тяги,
наконечники, все от той же Астры. Выворот стал хуже. У этой рейки ход меньше, чем у BMW-шной. Это от 2-литрового Марка или Чайзер, я так и не понял от чего. Короче, надо будет переваривать вот это место, где наконечник крепится к сошке. Сошку, короче, укорачивать, резать, все переваривать, подводить Акермана. Еще куча работы впереди, но пока мы с Димоном закончили. Димон красавчик, мне люто помог. Думаю, что все будет в ближайшее время доделано, но пока поезжу так, потому что уже пора хоть как-то выехать на Субе. Я очень доволен, что получилось. Сделали развал, поправили схождение. Короче, крутяк. Из одного бокса в другой. Сейчас мы под ним полазим. Заглянем под тачку. Тут все довольно жирно. Гочевский конфиг по вывороту. Все серьезно, все очень дорого. Стоит второй GZ. Все крутится. Алюминиевый башбар, как ни у кого. Радиатор на масло, радиатор на ГУР. В купе работает коробка Getrack, по всей видимости, через переходную пластину. Сварен жирнейший выхлоп с выходом гейта. Гейт Диал. Стойки BC Racing. Жирнейший выхлоп. Кстати, здесь в купе с BMW-шной коробкой работает очень-очень длинная пара. Тут стоит пара 3.1. Сварен кастом выхлоп, который работает во дворе тихо через вот эту трубу, а когда валишь, через вот этот пердеж. Также сварен задний башбар с поддомкратником. Короче, все серьезно. Тачка очень крутая. Выглядит все очень жирно и очень достойно. Почему-то нет алюминия в заднем подрамнике, но я думаю, он летом появится. Вид имеет. Мы скоро на ней обязательно прокатимся.
Алло. Зачем ты смотришь туда провод? Вот. А на горячую без газа заводится, да? Тут у нас Холсет. 35-й, да, Холсет? Да. 35-й холсетик. Все в термоленте. А гейт 1, да, или 2? Принципольная горячка. Принципольная горячка, 2 гейта. Все очень жирно. Тачка еще сыровата, поэтому тут сверху проводочки. Но все будет, все круто, все дособирается. О май гад, Балданила, что происходит? Ручничок DK Lab. Нереальная приборка от АЕМ вкупе с оригинальной. Смотрим сюда. Смотрим туда. Все кастом, как кастом. Все очень круто. Жесткий гитрак. Ну, в салоне почти full сток, если не считать, что разобран задний диван. Ковши. Ну, все будет доделываться. Тачка пулевая. Оригинальный Нарди. Мне не очень нравится, на самом деле. Не люблю кожаные рули в корчах, потому что я рулю всегда в перчатках и предпочитаю замшу. Круто, круто. Будем тестить. Ёбаная Годзилла, блядь! Так, сейчас мне Леха разрешил покрутить пару пятаков. Я просто на правом руле не особо езжу. Но вот мне кажется, пора учиться. Охуенная машина. Пока тачка настроена всего на 0,5, поэтому мы попадаем в легкую турбояму на переключениях. Но вообще тачка огонь! Пизда, там так стреляет.